Добрый день, друзья! В самом начале лета, в июне, я вам рассказывала о двух орхидеях Абба. И тогда уже было проведено лечение, но вот эта Абба была с цветоносом, а у этой были еще старые листья. Вот по прошествии даже больше, чем полгода, я вам хочу рассказать, что с ними случилось дальше. Еще я хотела ответить на несколько вопросов. Кстати, оставлю ссылку в правом верхнем углу на видео, которое было первый рассказ об этих двух орхидеях, и там как раз есть цветение одной из этих орхидей. Вы меня много спрашивали, сколько будет обработок. Вот я и тогда сказала, что одну из орхидей я обработала 2 раза, а цветущую обработала 1 раз. Я цветущую обработала 2-й раз, а эту больше не стала обрабатывать. Она цвела достаточно долго. После этих 2 обработок она очень активно начала наращивать корни. Посмотрите, очень много распукленных корней. Растут они как спрут. Где-то появляются из горшка, появляются от шеи. Правда, листик, который она вырастила, ну, какой-то кривой. Но ничего страшного. Следующий наверняка будет красивый и ровный. А первая орхидея, которую я в прошлый раз успела обработать 2 раза, она сбросила 2 длинных листа своих старых, которые у нее были, и вырастила за эти полгода вот такую новую орхидею. Нет никаких искривлений в листьях. Единственная черная точка, которая здесь появилась, я ее даже обрабатывать не стала. С ней ничего не происходит. Но появилась новая, здоровая, я надеюсь, орхидея. И корней, конечно, от шеи появилось много. А старые корни, вот они подсыхают. Видимо, все-таки это был фузариоз, потому что корни розовые. А новые растут, ну вот вы сами видите, зеленые, прекрасные, с такими чудесными кончиками. Еще немножко корни подрастут, я ее отрежу и посажу в новый грунт. А эти корни, они старые, подсыхают, погибают, но прекрасно растут новые. Так что мне понадобилось всего 2 обработки. Да, я обрабатывала фундазолом. Его еще называют бенамил или бенлат. Это международное название. Есть в продаже и в Америке, тем более, что его изобрели именно там, фирма Дюпон. Много очень по этому препарату страшных рассказов. Но это единственный препарат, который очень хорошо справляется с болезнью, такой как фузариоз. Если вы боитесь пользоваться этим препаратом, не пользуйтесь. Фузариоз вылечить больше ничем невозможно. То, что сейчас рассказывают, то в одном препарате появляется, можно вылечить, ну, прям на аннотации, ничего не получается. Вот не получается. Я не буду называть эти препараты, на которых это написано, но нет такого препарата, кроме фундазола или бенлата или бенамила, которые лечат фузариоз. Если боитесь, не пользуйтесь. Только растения с красными листьями, и с листьями, и с корнями, это часто бывает. Не путайте с пигментацией. Но когда появляются сильно красные листья и красные корни, и их много, это скорее всего фузариоз. А когда еще видите фузариозное кольцо, это точно фузариоз. Грибок фузариум распространяется, вот когда выбрасывает свои споры, очень-очень быстро. Может заразить всю коллекцию, и погибнут все. Но если не боитесь,
пользоваться этим препаратом, все равно как-то себя обезопасьте. Как с любым препаратом. Ну, в принципе, как с любым препаратом. Наденьте перчатки, наденьте маску, защитите свои дыхательные органы, защитите нос, рот, чтобы не попало на слизистую. Наденьте перчатки, но это самый лучший препарат, который борется с этой болезнью. Еще я хотела ответить на несколько вопросов. Кстати, оставлю ссылку в правом верхнем углу на видео, которое было первый рассказ об этих двух орхидеях, и там как раз есть цветение одной из этих орхидей. Спасибо, что задаете вопросы. Спасибо огромное, что рассказываете о своих орхидеях. Да, орхидеи капризные, но мои выживут. Может быть, в этом году не зацветут, но, по крайней мере, я буду надеяться, что в следующем году они обновятся и цветение будет. Спасибо всем подписчикам, которые рассказывают свои истории об орхидеях и вообще пишут комментарии. Мне очень приятно читать ваши комментарии. Может быть, не всегда есть возможность ответить на ваши вопросы, но я бы хотела ответить подписчице из Франции, Лоретта. Она меня просит прислать препарат, но сейчас это невозможно. Давайте дождемся, когда в мире все успокоится. И тогда вполне возможно, что можно будет что-то вам прислать. Но чаще всего препараты в посылках, они не разрешены к пересылке. Я отправляла посылки в Израиль, в Германию. Но вот в Израиль дошла посылка прекрасно. Но это еще было 3 года назад. А из Германии я не знаю, что случилось. Посылка пришла туда, а потом вернулась. Поэтому отправлять посылки очень-очень сложно. Вернулась, я ее получила здесь назад. Вот я до сих пор не понимаю, почему. И все отметки на посылке стояли, что она была в Германии целую неделю. Вот такое даже бывает. Так что пока это невозможно. Вопрос... Ты почему ругаешься на Лаки? Нельзя кошку гонять. Не... Ой, будь здоров. Ну еще это за безобразие такое. Почему ты себя плохо ведешь? Да. И что? И про любовь? Ну, конечно, люблю, конечно. Только, пожалуйста. Ну, внимание ж не уделяют ему. Вот он ну, пожалуйста, шустрый ты мой, не мешайся. Не трогай кошку. Не трогай. Я прямо зачитываю вам с телефона, из того видео. Смотрю, на что можно ответить. Вот, к сожалению, вы не очень часто пишете, как вас зовут, а по никам сложно разобрать. Наверное, Ира. У нее есть маленькая детка на цветоносе. У нее на орхидее маленькая детка и выпустила цветонос. И цветет уже 5 месяцев. Ну, вопрос был очень давно, конечно. Ну, пусть доцветает, потом, когда пустит корни, тогда будете пересаживать. Я очень часто рассказываю о детках, которые появляются у орхидей. Поэтому посмотрите, пожалуйста, плейлисты. И сейчас все видео дублируются в телеграм-канале, без привязки к ютубу. Вы там можете посмотреть. Да, к сожалению, вот эти вот орхидеи, именно аббы, они капризные. Одна из моих подписчиц написала очень такой длинный здесь же пост, что они любят, чтобы их не заливали. Так это все фаленопсисы любят, чтобы их не заливали. Хорошо просушенные корни – это залог здоровья орхидеи. Фаленопсиса. Именно фаленопсиса. Потому что котлеи, дендрофаленопсисы, зигопеталум, мельтонии. Нужно, чтобы всегда был немного влажный грунт. Потому что корни тоненькие, маленькие, они не запасают влагу, как эти толстые и длинные корни.
Пишут из Мадрида, из Франции, недавно были из Греции опять появились подписчики. Вернее, они никуда не исчезали, просто они не писали. Из Болгарии. Большое вам всем спасибо, что смотрите и пишете. Мне всегда приятно читать ваши комментарии. До новых встреч, друзья. Увидимся на канале.